Доброе утро, ребята! Мой завтрак готов. У меня на сегодня скрамбл из 2 целых яиц и 1 белка. Также у меня здесь хлебец рисовый, который я помазала немного горчицей. И вот такой гигантский огурец, я не знаю, похож на кабачок. Также у меня здесь полстакана овсянки на воде, немного стевии и столовая ложка арахисовой пасты. Да, каждый день с овсянкой. Я даже не узнаю уже, как есть овсянку без арахисовой пасты. Так что мы сейчас кушаем и будем собираться. В этот парк въезд, так же как и в другие, стоит $6. И нас встречает ламантинчик. В общем, нам дали такие вот брошюрки. Парк вроде бы больше, да, чем прошлый. Здесь уже плавают настоящие аллигаторы, я так понял. Гигантские. И ламантины. Я буду обниматься с ламантинами. Потому что у меня тип фигуры ламантин. Сейчас хотим походить вокруг, посмотреть, что здесь да как, понять, что нам делать. Я взяла с собой 2 банана. Сейчас съем половинку, Диме отдам. Перекусим, чтобы была какая-то энергия. И будем развлекаться. Сейчас около 9 утра. Опять же, мало людей. Мы всегда любим приезжать, когда мало людей. Больше как-то пространства, что ли. Белки везде бегают. Класс, красота. Да, рыбы гигантские. Реально размером с мою руку. Они же гигантские. Они реально гигантские. Да, там небось какая-то девочка сидит в окне и... Ой, 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 ой. Белка бежит, смотри. Ух, прыгнула. Угу. Еще белка, давай, догонись за белкой. Догони белку, догони. Это единственный ламантин, которых мы сегодня увидим. Они не всегда приплывают. Какая милота, везде ламантинчики. О, смотри, вязаные ламантины. Парочка ламантинов. И тут ламантинчики. И здесь. И здесь. И здесь ламантины. Везде ламантины. Мы хотим узнать, сколько стоит арендовать такую плюшку. Ну, не знаю, если вода холодная. Холодная? Нормально. Так что мы сейчас пойдем, наверное, положим все свои вещи в машину. Возьмем, наверное, плюшки эти. Или каноэ, еще пока не знаем. И пойдем отдыхать, плавать. Не знаю, насчет встретим ли мы ламантинчиков. Не всегда они здесь, просто, блин, ну тут такая красота. Ну что, ребят, я уже дома. Сейчас готовлю ужин. Да, это, кстати, Диме. Я такое кушать не буду, к сожалению. Хотя очень мне нравится вот этот сладкий картофель, как фри. Но вам расскажу, если что, как я делаю его. Я просто мелкими такими соломками нарезаю сладкий картофель. Солю, добавляю любимые специи и немного масла вот этого спрея. Немножко распшикиваю, и главное все это готовить на высокой температуре. Тогда у вас действительно получится такая хрустящая картошечка. Очень вкусная, но мне ее нельзя. У меня готовится сейчас рыба. Эмма! Эмма!
Что за поза? Что за поза? Какая красавица! Какая красавица Эмма с новым ошейничком! Это кто у нас тут с новым ошейничком? Щека жирная! Щека жирная! Так, я решила устроить себе небольшой перекус. И как вы думаете, с чем? С рисовыми хлебцами. Да, кстати, много вопросов от вас по поводу этих хлебцов. Я сейчас покупаю другие. У меня вот такие вот от Publix, местного, как бы говорится, производства. Они немного соленые. И да, я совершенно согласна, что те хлебцы с разными приправками не очень полезны, но хоть что-то, поймите, мне сейчас тяжело питаться так вот, ну и это была единственная моя вкусняшка. Так, чем я их в этот раз помажу? Я здесь натерла на терочке 2 яйца, добавила чайную ложку горчицы и где-то чайную ложечку лимонного сока. Сейчас это все дело перемешаю и намажу на 2 этих хлебца. Ребята, очень много вопросов вы задаете мне в видео, не всегда, извините, бывает время на то, чтобы отвечать на них письменно, но давайте я так быстренько пробегусь по самым популярным. Очень часто меня спрашивают, будет ли трансляция онлайн соревнований, пока я, если честно, не знаю, но я обязательно об этом узнаю на встрече всех атлетов, если это так, если она будет, и у меня будет ссылка на эту трансляцию, то я вам обязательно ее оставлю. Я напишу, наверное, пост в Инстаграме и как-то там вставлю ссылку, наверное, так лучше сделать. Почему я не ем супы? Очень часто меня об этом спрашивают. На самом деле я люблю супы, особенно какие-то сырные, там грибные, очень мне нравится. Но как мы переехали сюда, во Флориду, где постоянная жара, постоянное лето, я не могу представить, как в такой жаре. Я вообще еле чай пью иногда, мне все время хочется туда лед добавить, но просто организм не хочет, не требует, я без него отлично обхожусь, и мне кажется, супы более полезны для тех людей, у которых есть какие-то проблемы с пищеварением. Если сказать о супах больше со спортивной точки зрения, необходимы ли они спортсменам, то тут скорее я бы сказала нет, потому что не забывайте о овощах, когда они проходят термическую обработку, варятся, то они многие из них увеличиваются в калорийности, мясо теряет свои свойства, многие свойства. Поэтому я бы сказала больше нет, чем да. Я хочу сейчас сказать что-то очень важное. Мне следовало, наверное, это сказать в самом начале этих всех влогов. Девчонки, особенно маленькие, пожалуйста, не равняйтесь на этот мой сейчас теперешний рацион, потому что вот эти 10 влогов, как я начинаю уже идти к своим соревнованиям, это питание, этот рацион, это урезание, это профессиональная подводка к соревнованиям. То есть это не питание повседневное, это даже не какая-то диета. Эти все урезания на самом деле вредные. Как бы я ни пыталась что-то сделать правильно, более лайтово, это все равно вред для организма. Это ненормально. Поэтому старайтесь как-то с умом подходить к этим влогам. Это все-таки мой как бы эксперимент, это мое питание, моя калорийность, мои порции. Все, что касается питания, это все очень индивидуально. И не забывайте, что я вот выступаю через пару дней, а вы просто, допустим, какая у вас цель, там, сбросить пару килограмм или вообще просто держать себя в форме. Если вы что-то хотите взять полезное от них, допустим, какой-то рецепт, переделайте его под себя, возьмите порции под себя, добавьте каких-то, допустим, элементов, чуть-чуть углеводов или уберите что-нибудь. Но, пожалуйста, не равняйтесь вот четко вот то, что я делаю, и там вы должны это делать. Нет, это лично мое питание, так что, пожалуйста, следите за своим здоровьем. Итак, ребята, у меня уже ужин, и я сделала себе в духовке 2 филе рыбки, последние, кстати, будь здоровы. 2 филе последних осталось. Также я сварила себе спаржу без соли, просто водички варила. У меня появился новый хумус, вот такого бренда. И он у меня классический. Я решила брать классический. Мне больше всего нравится именно такой, без всяких примесей, вкусовых добавок, потому что, мне кажется, они там все-таки есть какие-то добавки. И я добавлю себе, ну, это вроде бы как столовая ложечка. Сюда буду... Нет, не майонеза. Буду кушать вместе с морковкой. Очень мне нравится хумус в последнее время. Так что вот так вот выглядит мой ужин. Да, Эмма? А как твой выглядит ужин? Все, всем приятного аппетита, кто смотрит видео и в это время кушает.